Представьте двух людей, которые в день своей свадьбы решают заключить тайное соглашение. Мрачный договор, который со стороны кажется дикой шуткой молодоженов. Из тех, о которых никогда не рассказывают гостям. Они договариваются, если в их браке когда-нибудь появится кто-то третий, этот человек должен умереть. Тогда это просто казалось словами. Но спустя годы один мужчина бесследно исчезает, а следом за ним умирает и сам муж. И когда следователи свяжут эти два дела, перед ними встанет главный вопрос. Смертельный договор действительно существовал? Или кто-то придумал идеальное объяснение сразу для двух убийств? Итак, 14 октября 2014 года. До переезда 53-летнего Криса Ригана остаются считанные дни. Он мастер на производственном предприятии в Айрон Ривере, но уже через несколько дней переезжает в Северную Каролину на новую работу. Заявление об уходе он уже подал и собирает вещи. В тот же день он пишет Терри, своей бывшей девушке, с которой после расставания сохранил близкие отношения. Он сообщает, что взял выходной, а вечером предлагает встретиться, поужинать и обсудить переезд. Но эта встреча так и не состоится. Терри звонит ему снова и снова. Она обзванивает друзей, знакомых, коллег. Никто не знает, где он. И 27 октября Терри пишет заявление об его исчезновении. Офицеры сначала думают, что Крис уехал раньше и просто не стал прощаться. Но детектив звонит на завод в Северной Каролине. Там отвечают: Крис так и не появился, его ждут уже больше недели. Теперь становится ясно, Крис исчез еще до того, как успел уехать. Патрульный осматривает обочину глухой проселочной дороги. Между деревьев стоит запертый Олдсмобиль Криса Ригана. Внутри никого нет, следов борьбы тоже. Под одеждой на переднем сиденье детектив находит желтый листок, а на нем нарисованный от руки маршрут, без названий улиц, но явно ведущий к чему-то адресу. Следователи едут по нему. Через несколько минут маршрут заканчивается у обычного частного дома. Дверь открывает 34-летний Джейсон Кокран. Рядом появляется его жена Келли. Она спокойно рассказывает. Они с Крисом работали вместе и просто хорошо общались. 14 октября она писала ему, но ответа не получила. На заводе же один из мастеров незаметно отводит следователя в сторону. О дружеских разговорах речи не шло. Роман Криса и Келли продолжался уже несколько месяцев. Их постоянно видели вместе на перерывах, они подолгу оставались вдвоем, и для коллег было очевидно – это давно не просто увлечение. Но теперь их отношениям, похоже, оставались считанные дни. Крис уезжал в Северную Каролину, а Келли оставалась в Мичигане, рядом с мужем. Через несколько дней Келли садится напротив детектива. Сотрудники завода уже рассказали полиции больше, чем она ожидала. И скрывать роман было бессмысленно. Келли признается в отношениях с Крисом, но заявляет, а Джейсон обо всем знал и никогда не ревновал. Позже она скажет, что действительно любила Криса, а спустя несколько минут в кабинет входит Джейсон. «Вы знали об отношениях жены с Крисом?» «Нет», – отвечает он без раздумий, добавляя, что никогда не смирился бы с изменой. А теперь у полиции есть две совершенно разные версии. И пока все похоже на обычную ревность. В марте 2015 года следователи получают ордер на обыск дома Кокранов. Среди изъятых вещей медицинские щипцы. Тогда эта находка ничем особенным не кажется. Обыск не приносит того, на что рассчитывала полиция. Ни тела, ни оружия, ни доказательств, которых хватило бы для обвинения. На следующее утро в участке раздается звонок. Соседка Кокранов рассказывает, что ночью Келли и Джейсон спешно собрали вещи и уехали. Через несколько дней полиция выяснит,
Супруги обосновались в Индиане. Почти 1,5 года полиция пыталась доказать причастность Джейсона к исчезновению Криса. Но внезапно главный подозреваемый сам умирает. 22 февраля 2016 года Келли звонит в 911 и кричит, что ее муж не дышит. Медики заходят в спальню. Джейсон сидит в кресле у кровати. Лицо багровое, кожа влажная, зрачки расширены. Реанимация не помогает. Врачи констатируют смерть. У плинтуса под кроватью полицейский замечает использованную иглу от шприца. Первая версия – случайная передозировка. Джейсон страдает от боли в спине и принимает сильные препараты. Но через 2 дня вскрытие обнаруживает в его крови высокую дозу психоактивных веществ. Вот только на глазах есть точечные кровоизлияния, а на лице и шее глубокие синяки. Эти повреждения говорят совсем о другом. Джейсон не умер от лекарств. Его задушили. Теперь рядом с обоими мужчинами, одним пропавшим и другим убитым, остается Келли. Расследуя же смерть Джейсона, детектив Джереми Огден связывается с Мичиганом. Там Келли и ее погибший муж уже давно главные подозреваемые в исчезновении Криса. Но доказательств для ареста нет. И за Келли начинают наблюдать. Вскоре полиция замечает странную деталь. После смерти мужа она регулярно приезжает в один и тот же лес и подолгу сидит возле старого пня. Офицер Огден превращает это место в психологическую ловушку. На пне он вырезает 3 слова: «Крис здесь». И во время очередного приезда Келли выбегает из леса, садится в машину и уезжает. В тот же день она сама выходит на связь с Огденом. Впервые Келли признает: Крис не пропал, его убили. Но полного признания все равно нет. Она утверждает, что во всем виноват Джейсон. А в конце апреля Келли выключает телефон и просто сбегает. Ее объявляют в федеральный розыск. А уже через 2 дня ее находят в доме родственников в Кентукки и задерживают на кухне. Надевая наручники, Келли говорит детективу: «Я расскажу вам, что произошло в ту ночь, но вы мне все равно не поверите». После задержания Келли снова сидит напротив следователей. Она готова рассказать, что произошло с Крисом, но начинает не с вечера убийства, а с первой брачной ночи. Тогда они с Джейсоном заключили странный устный договор. Если однажды кто-то из них изменит, умереть должен не муж и не жена, а человек, с которым произошла измена. Но было еще одно условие. Кто откажется убить любовника, следующей жертвой станет он сам. «Вы сейчас серьезно?» – не выдержал следователь. Келли кивает. «Тогда, – говорит она, – все это казалось мрачной шуткой, и больше они об этом не вспоминали, пока Джейсон не узнал о ее романе с Крисом. Но ведь раньше Келли уверяла, что муж знал и не возражал. Теперь же она рассказывает другое. Джейсон был в ярости. Именно тогда договор перестал быть шуткой. Он потребовал от Келли привезти Криса домой, а если она откажется, умрет сама. Вечером 14 октября Келли пишет Крису и приглашает его домой. Она уверяет, что делает это не по своей воле. Джейсон уже все решил и ждет внутри с оружием. Крис приезжает же без тени сомнения к женщине, в которую, похоже, по-настоящему влюблен. Он не подозревает, что попал в ловушку. Они ужинают на кухне, поднимаются в спальню. Дверь резко открывается. На пороге Джейсон с охотничьим ружьем. Раздается выстрел. Под угрозой оружия Джейсон заставляет Келли помогать избавиться от тела. Несколько часов они расчленяют Криса, пытаются извлечь пулю медицинскими щипцами, а останки вывозят в лес у Кристал Фоллс.
И одна деталь привлекает внимание следователя. Те самые щипцы уже лежали среди вещей, изъятых при обыске. Криминалисты проверяют их повторно. На металле находят ДНК Криса. А вы можете показать, где тело? Келли кивает. После допроса следователи везут Келли обратно в Мичиган. Полицейская машина сворачивает на лесную дорогу у Кристал-Фоллс. Келли выводит их к заросшему участку в глубине леса. Криминалисты осторожно раскапывают землю. Сначала появляется человеческий череп с пулевым отверстием. Затем кости и очки Криса Ригана. Экспертиза ДНК подтверждает – это Крис. В одном Келли точно не солгала. Она знала, где лежат останки. Но ее рассказ о свадебном договоре подтвердить было некому. Ни свидетелей, ни записей, ни других доказательств его существования следователи не находят. Для детективов версия Келли кажется слишком удобной. Во всем виноват ее мертвый муж, который уже не может опровергнуть ни одного ее слова. Теперь следователи возвращаются к убийству Джейсона. Вскрытие разрушило версию о передозировке. Причиной смерти было удушение. Келли меняет показания. Она рассказывает, что после смерти Криса возненавидела мужа. И если верить Келли, это была месть за человека, к которому она действительно испытывала чувства. В ночь на 22 февраля она сделала Джейсону укол обезболивающего, а когда он начал терять сознание, закрыла ему рот и нос. Но обвинение видит другую причину. После обыска Джейсон пил, впал в депрессию и говорил знакомому о самоубийстве. Он мог в любой момент рассказать полиции правду о Крисе. Джейсон был не просто соучастником, он оставался единственным живым свидетелем. А в феврале 2017 года начинается суд над Келли Кокран. Она продолжает настаивать. Договор существовал, Криса убил Джейсон. Она помогала из страха за свою жизнь. На этом свадебном договоре строится вся ее защита. Но обвинение уверено, все было совсем не так. Келли знала о ловушке. Она сама привела Криса в дом и помогла скрыть его останки. А спустя 1,5 года убила единственного человека, который мог рассказать правду. Присяжные признают Келли виновной в убийстве Криса Ригана. Суд приговаривает ее к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Позже она признает вину в убийстве Джейсона. Чтобы избежать смертной казни в Индиане, Келли заключает сделку со следствием и получает еще 65 лет тюрьмы. Сегодня она отбывает наказание в женской тюрьме в Мичигане. Странный свадебный договор, который якобы должен был навсегда связать супругов, обернулся 2 смертями и пожизненным заключением. Но существовал ли он на самом деле? Или Келли придумала его уже после убийства, когда единственного человека, способного опровергнуть ее историю, больше не было в живых? А на этом все. Увидимся в следующем видео.